Всем привет! Сегодня поговорим о марке, чье имя при произношении наверняка вызовет у вас ассоциации отнюдь не с автомобилями. Встречайте, Playboy A48 образца 1948 года. Основателем автомобильной компании Playboy считается Лу Хорвиц. В 40-х годах он занимался продажей автомобилей марки Packard. Вместе с инженером Pontiac Чарльзом Томасом он основал компанию Midget Motor Car в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Чуть позже к ним присоединился его приятель, механик Норман Ричардсон. И уже совместным решением они поменяли наименование компании на Playboy Motor Car Corporation. Расчет состоял в том, чтобы наладить выпуск и продажи бюджетных транспортных средств в качестве второго автомобиля для зажиточных семей. Тем более, что послевоенный рынок недорогих и компактных моделей, по их мнению, как раз набирал обороты. Модель должна быть гораздо меньше по размерам, чем большинство автомобилей того времени, но больше, чем диковинные микрокары, например, входившие в модельный ряд Кросли. Прототип с открытым верхом, с двигателем, расположенным сзади, продемонстрировали в 1946 году в отеле «Статлер» в Буффало. Однако на серийных версиях от этой концепции отказались, и мотор переехал в переднюю часть. Кроме того, внешность Playboy отличалась от других производителей-современников. Все дело в том, что большинство автомобилей были выполнены в довоенном стиле, с большими крыльями по бокам кузова. Но у Playboy был более монолитный и аэродинамичный дизайн, предвосхищавший новые послевоенные тенденции. Только в 1948 году подобную стилистику получили модели Packard и Hudson. А в 1949 Ford и Nash. Но дизайн серийных Playboy не просто повторял внешний вид прототипа. Он еще и отличался одной интересной особенностью. Вместо мягкой крыши в конструкции, как у первого прототипа, у серийной модели был жесткий верх, который превращал ее из кабриолета в обычное с виду купе. Для своего времени это была прогрессивная конструкция, так что нужно отдать должное смелости ее создателям, запустившим машину в производство. Считается, что Playboy является одним из первых мелкосерийных автомобилей с убирающимся жестким верхом, построенным в Америке. После него идея выдвижного жесткого верха не появлялась в течение 10 лет, до того момента, пока Ford не выпустил Fairlane 500 Skyliner в 1957 году. И да, нужно упомянуть еще про одну особенность модели A48, опередившей свое время. Кузов у нее был несущим. В момент начала продаж цена на модель начиналась с $985. 11 500 долларов в сегодняшнем эквиваленте. Для сравнения, в 1947 году самый доступный Ford стоил $1154, а Chevrolet – $1160. Поначалу на первые автомобили устанавливались четырехцилиндровые двигатели «Геркулес» объемом 2,2 литра и мощностью 48 лошадиных сил, в паре с трехступенчатой коробкой передач Warner и задним мостом Spicer. Но спустя год его заменили на более компактный четырехцилиндровый двигатель Continental
объемом 1,5 литра, выдававший 41 лошадиную силу. Коробка, передач и задний мост оставались прежними до самого окончания производства модели. Заявленная максимальная скорость составляла 120 км в час. А чтобы разогнаться до 80, автомобилю требовалось долгие 17 секунд. Так что высокопроизводительной модель А48 назвать было нельзя. Отчасти в этом крылась причина провала проекта Playboy. Продажи оказались ничтожно малы. Не помогло и то, что в 1951-м на кабриолет стали устанавливать двигатель Willys объемом 2,2 литра и мощностью 72 лошадиные силы. Таким образом, кабриолет А48 так и остался единственной моделью компании Playboy. Всего было построено 97 экземпляров. Считается, что на текущий момент из них сохранилось около 50. Параллельно с запуском кабриолета Лу Хорвиц вынашивал планы расширения линейки автомобилей, даже продемонстрировав предсерийный универсал. Но в итоге компания так и не смогла привлечь инвесторов, не спешивших вкладывать средства в сомнительные проекты. В ту пору на слуху был грандиозный провал Такера, унесший вместе с обанкротившейся компанией миллионы долларов привлеченного стороннего капитала. А учитывая немалые затраты на производство текущих моделей, продажи которых не приносили прибыли, банкротство компании Playboy было не избежать. Бытует легенда, связывающая марку Playboy с одноименным журналом, основанным в 1953 году. Ее источником якобы послужило одно из интервью 2002 года отца-основателя издания Хью Хефнера. Так вот, с его слов, один из основателей издательства Элдон Селлерс при обсуждении выбора имени упомянул, что его мать работала в компании-производителе автомобилей, называвшейся Playboy, на тот момент уже не существовавшей. Хью Хефнер изначально планировал назвать свой журнал «Мальчишник» (Stag Party), но так как существовал риск получить иск от журнала Stag за использование своего имени, в итоге он поддержал идею Селлерса. Вот так на свет появился знаменитый на весь мир журнал Playboy. Как уже говорилось, модель крайне редка на рынке классических автомобилей и в продажу поступает также редко. В связи с этим, как такового рынка по ним нет. Цены на периодически всплывающие экземпляры невероятно разнятся. Начиная с $9900 за красный кабриолет-купе, проданный в 2019 году Worldwide Auctioneers, и заканчивая 132 тысячами за голубой А48 в отличном состоянии, ушедший с молотка Сотбис в Пенсильвании в 2018. Уникальный кабриолет в двухцветном исполнении с пробегом всего чуть более 12 тысяч километров будет выставлен на торги на аукционе Сотбис в начале декабря в Оберне, штат Индиана. Его предполагаемая стоимость составляет $60-70 тысяч. Вот с таким необычным транспортным средством с любопытной историей мы сегодня познакомились. Спасибо, что заходите. Увидимся уже совсем скоро. Всем здоровья и удачи. А пока.